Всем привет! Хочу представить вашему вниманию ассет, который называется Material Extractor. Это инструмент, который позволяет очень быстро, буквально в несколько кликов, сетапить материалы для ваших моделей, например, для OBJ либо FBX файлов, в том числе FBX файлов, которые загружены с помощью нового KineFX. Давайте я покажу, как это работает. На самом деле все очень просто. Сначала вы должны подгрузить ассеты, установить их. В комплекте поставки есть два ассета, Material Extractor непосредственно сам и RS Principled. Это шейдер для Redshift, соответственно, ставьте его, если пользуетесь Redshift. Мы их установим, Accept, Install. И теперь вот у нас появился ассет Mat Extractor. И у него есть два режима работы. Во-первых, он может непосредственно импортировать OBJ файлы с материалами. И во-вторых, он может парсить геометрию, которая приходит на его вход. Ну, давайте начнем с простого, с OBJ файлов. Вот у нас есть input type obj файл import. Давайте подгрузим какой-нибудь obj файл. Так, вот у меня есть какой-нибудь вот такой файлик. Как видите, по умолчанию он загружается без текстур. Выберем здесь вариант нашего шейдера, Principled или Redshift. Я сейчас выберу Redshift. И нажму Create Materials. И как вы видите, мгновенно у меня появились материалы. Что произошло? Мой ассет распарсил файл MTL, который идет вместе с этим файлом obj, вытащил из него всю информацию о материалах, в том числе о текстурах, и создал Material Network, прямо вот здесь вот с таким вот названием. И внутри этого Material Network он поместил все эти материалы. И на них, соответственно, сделал все необходимые настройки. И в принципе уже сейчас мы можем выбрать нашу камеру и начать рендер в Redshift. Ну, как вы видите, все материалы подгрузились вместе с текстурами, все очень удобно. Что еще может делать этот ассет? Смотрите, мы можем создавать с вами несколько вариантов шейдинга для нашей модели. То есть, например, мы можем банально взять и этот Material Network, просто скопировать Ctrl-C, Ctrl-V. И, допустим, здесь мы хотим изменить цвета нашей модели. И просто сейчас пойду сюда и выберу какой-то другой цвет. И все, что нам нужно сделать, чтобы переключиться на другой network, надо вот здесь выбрать его название Materials 1. Materials 1 и нажать кнопку Relink Materials. И все. Теперь наши новые материалы применились к нашей модели. Да, и если мы ее начнем рендерить, то мы увидим, что машина стала красной. Таким образом, мы можем создавать несколько вариантов нашего шейдинга, не разрушающие. У нас всегда останется предыдущий вариант. И также можем делать какие-то его версии. Ну и, соответственно, здесь, если мы хотим вернуться к изначальному варианту, мы просто выбираем старое имя, Relink. И, как вы видите, мы вернулись к первому варианту. Важно понимать, что когда мы нажимаем кнопку Create Materials, то у нас старый нетворк перезапишется. То есть, если вы в нем делаете какие-то правки, либо добавляете новые материалы, то лучше эту кнопку не нажимать и лучше, соответственно, сохранять копию вашего нетворка. Ну и таким образом, смотрите, как быстро мы можем подгружать любые самые сложные модели. Вот у нас есть вот такой катер, нажимаем Create Materials. И все, пожалуйста, все материалы подгрузились со всеми текстурами, со всеми установками, в том числе прозрачности. И, как вы видите, во viewport тоже все правильно отображается. Даже на Redshift. Так, Create Materials. Ну и, как вы видите, все. Один клик, и у вас готовы материалы, с которыми сразу же фактически можно рендерить. Ну, конечно, имеет смысл после этого зайти внутрь и поднастроить ваши материалы, да, потому что какие-то значения остались по умолчанию. Ну, например, roughness можно поднять и так далее. Но в целом уже с этим можно работать. Хорошо, это первый режим, который называется obj файл import. И теперь давайте поговорим про второй режим, про парсинг входящей геометрии. Давайте я сделаю сейчас копию Material Extractor и загружу какой-то FBX файл с помощью стандартного FBX Character Import, который появился в Houdini 18.5. Выберем здесь какой-нибудь FBX файл. И как вы видите, по умолчанию он у нас выглядит ужасно. Почему-то в OpenGL при работе этой ноды появляется беда с прозрачностями. Но мы сейчас это починим буквально в 2 клика. Давайте, во-первых, мы положим Bond Deform, для того, чтобы мы могли модель анимировать. И положим наш Material Extractor. А для того, чтобы переключиться во второй режим, нам с вами необходимо выбрать Input Geometry, Input Type. И что в этом режиме происходит? На самом деле, если мы посмотрим вот здесь, в Bond Deform и в BX Character Import, у нас есть один материал. Вот он называется Shop Material Pass. Вот путь до него. И для каждого примитива у нас лежит атрибут с оверрайдами, Material Override, в котором записаны все цвета, все текстуры и так далее.
И это, в общем, такое странное решение, да, потому что теперь вы не имеете доступа к каждому конкретному материалу, вы не можете что-то подстроить отдельно. Ну и, в принципе, с этим не очень удобно работать, да, потому что у нас такая прорва атрибутов гигантская, на каждом примитиве лежит, в общем, как-то такое себе решение. И что делает мой ассет? Он, во-первых, читает название материала из атрибута FBX Material Name, вот он здесь у нас появляется. И для каждого уникального названия он создает новый материал. После этого с помощью вот этой галки он парсит вот эти оверрайды и поставляет все значения в эти материалы. Да, таким образом, все, что нам нужно сделать, это нажать кнопку Create Materials, давайте выберем Redshift опять. И сразу же мы имеем нормально зашейденную модель в Redshift. И как вы видите, вот у меня добавили все эти материалы, и в них подставились текстуры из оверрайдов, и все, теперь с этим можно работать. Да, практически мы можем сразу же начинать рендер в Redshift. И точно так же, как в случае с OBJ, мы можем создать копию нашего нетворка, перелинковывать их и создавать какие-то разные другие варианты нашего материала. На мой взгляд, это очень удобно. Но если мы сейчас посмотрим на наш рендер, мы увидим на нем странные артефакты. Вот видите, вот здесь вот какие-то черные штуки. И на самом деле в этих артефактах виноват Houdini. Я думаю, что это просто баг версии. Я сейчас работаю в 18.5.389, надеюсь, что они это пофиксят. Дело в том, что нода FBX Skin Import, когда меняет размер юнитов, портит нормали. Смотрите, все нормали на этой ноде у нас становятся очень-очень короткими. Вот видите, если посмотреть, очень короткие нормали. И поэтому в Redshift возникают такие артефакты. Видимо, как-то это связано с точностью изображения. Поэтому давайте мы дополнительно с помощью ноды Normal вернем нормали. Мы их положим вот сюда, в первую ветку. И мы можем, конечно, заново их отсчитать, да, чтобы они были вот такими. Но давайте мы поступим правильнее, и вместо Compute Normals мы выберем Make Normals Unit Length. Да, мы просто нормализуем нормали, чтобы у них была везде одинаковая длина. И вот, пожалуйста, нормали восстановились. Давайте вернемся к нашему экстрактору, посмотрим на модель и убедимся, что рендер будет выглядеть гораздо лучше. Ну вот и все, модель готова. Мы в один клик перевели ее в Redshift. Как видите, у нее есть прозрачность на ресницах, как бы все настройки материалов, текстуры и так далее. На мой взгляд, очень удобно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть на этой ноде. Во-первых, мы можем выбрать название атрибута с материалом. Да, мы можем выбрать FBX Material, можем выбрать Shop Material Path. Да, если у вас уже есть какой-то материал в этом атрибуте, вы можете его использовать, либо кастомный атрибут, например, Name. Вы можете назначить на вашу модель атрибуты Name, строковые атрибуты с каким-то уникальным названием. Потом, нажав одну кнопку, вы для каждого уникального атрибута Name сделаете свой материал. Тоже очень удобно. На мой взгляд, гораздо удобнее стандартного подхода, когда вы делаете группы, а потом эти группы назначаете в ноде Quick Material. В общем, стало гораздо удобнее работать. Дальше, естественно, вы можете выбрать тип шейдера. Вы можете выбрать, будет ли эта нода парсить ваши оверрайды или не будет, можно это выключить. И также вы можете включить кастомный MTL файл. Да, MTL файл — это файл, который идет в комплекте вместе с OBJ файлом. И, возможно, вы захотите добавить к вашим оверрайдам какие-то кастомные значения материала. Например, если вы экспортируете модель из программы Character Creator, то в случае, когда вы экспортируете FBX, то у вас на диске окажутся только текстуры нормали и текстуры диффузные. А если же вы экспортируете в OBJ файл, то у вас на диске окажутся еще и текстуры roughness и всякие другие. Поэтому вы можете сделать так, вы можете экспортировать и FBX, и OBJ. FBX сделать стандартным образом, да, и здесь подгрузить файл MTL из вашего OBJ. В таком случае у вас гораздо больше материалов сразу же подхватится, и гораздо больше параметров этих материалов будут установлены в вашем нетворке. Давайте теперь поговорим про шейдер Redshift, который идет в комплекте. Это довольно интересная штука. Это самый простой Uber шейдер, здесь нет чего-то супер сложного, но он является копией Principled шейдера из мантры. Копия в основном по названию параметров. То есть, если вы возьмете какой-нибудь Principled шейдер и просто подмените его тип на RS Principled, то у вас все параметры сохранятся. Конечно, внешний вид на рендере будет немного отличаться, просто потому что разные движки и там очень много нужно подгонять, но все основные параметры, включая название текстур, включая название там рефракшена, бейс и так далее, у вас сохранятся. Таким образом, вы можете просто подменять Principled шейдер на вот этот новый RS Principled, и все будет работать. Что у него отличается от Principled шейдера обычного? Во-первых, на каждой текстуре у вас есть возможность включить override гаммы, да, потому что в Principled шейдере у вас по умолчанию там стоит как бы либо авто, либо линейная гамма. Здесь, если у вас линейная гамма где-то, вам необходимо включать гамма override. Помните об этом. Во-вторых, если вы пользуетесь opacity, у вас есть возможность выбрать, куда это opacity идет. Либо он идет в обычный opacity слот, либо он идет в ноду sprite.
И в случае нода Sprite рендер будет идти гораздо быстрее. Нода Sprite не позволяет делать полутона. То есть она либо открывает картинку, либо ее делает полностью прозрачной. Соответственно, если у вас есть какие-то ресницы типа того, да, то лучше делать Sprite просто для того, чтобы это рендерилось быстрее. И здесь же вы можете выбрать, откуда берется opacity. Из цветовых каналов, либо из альфы. Помимо этого у нас здесь есть волшебная кнопка, которая позволяет заполнять название PBR текстур. Ну, давайте я покажу. Для этого я выберу какого-нибудь другого персонажа, у которого есть PBR текстуры. Вот у нас есть вот такой персонаж. Опять-таки выглядит ужасно по умолчанию. Давайте выключим Custom MTL файл. Естественно, он здесь не нужен. И выберем Create Materials. И вот у нас появились все материалы. Давайте зайдем внутрь. И, например, Body Matte. У нас здесь, как вы видите, только Base Texture подтянулась. Да, и Opacity. Но помимо нее у нас на диске лежат другие текстуры. Обратите внимание, у нас есть Gloss, Normal и так далее. И мы можем нажать кнопку Fill Other Textures, и он найдет, что у нас есть, например, Specular текстура, подставит ее в правильный слот, найдет, что у нас есть Glossiness текстура, подставит ее в правильный слот и включит галку Convert to Glossy, подставит текстуру Normali, либо Bump, да, выберет, соответственно, правильный режим работы. Ну, в общем, довольно умная система, которая к тому же переключает режимы работы вот здесь, да, то есть если у вас есть Metalness, то у вас тип Fresnel переключится на Metalness. Если у вас есть Specular, он переключится на IOR. Да, таким образом вы можете загрузить всю пачку текстур, которые пришли там из Substance, допустим, и все сделать по одной кнопке. Достаточно вам загрузить вашу исходную текстуру, диффузную. При этом он определяет разные варианты написания, там это может быть Diffuse, Color, Specular, Reflective и так далее. То есть разные варианты написания PBR. Он не обращает внимания на то, большие буквы, маленькие буквы, не обращает внимания на расширение файла и также позволяет иметь какую-то дописку после вашего суффикса. Ну, например, часто пишут что-нибудь типа там 4К. Да, и это тоже он определит и правильно поставит все текстуры. В общем, довольно умная система получилась. И это не то, что сильно новая штука, да, потому что уже были подобные скрипты, например, DMNK Tools, там есть возможность по одному файлу создать сразу весь нетворк. Но в чем здесь прикол? В том, что вы можете выбрать сразу много файлов, нажать эту кнопку, и во всех этих файлах все эти текстуры подставятся. И все будет на месте, хоть их будет сотня. Да, эта штука позволяет работать сразу с многими шейдерами. И основные параметры здесь, в общем, должны быть понятны, если вы работаете в Redshift. Да, здесь есть параметры из ноды RS Material, такие как Coating, Refraction, подповерхностное растение. Кстати говоря, текстуры для SSS точно так же могут автоматически подтягиваться. В общем, здесь все более-менее должно быть понятно. Единственный момент, я постарался сделать так, чтобы в вьюпорте все полностью соответствовало рендеру, но здесь есть такой нюанс, что когда вы крутите текстуру, и при этом у вас изменяется scale, то у вас то, что вы видите в вьюпорте, не будет соответствовать рендеру. Просто потому, что в Redshift очень странно сделана вот эта вот вкладка, да, потому что scale идет относительно одной координаты, а rotation идет относительно другой координаты. Но если вы не трогаете scale, только крутите, то все будет соответствовать. И если вы только крутите scale, текстуры, то тоже все должно соответствовать. И давайте теперь я покажу, как можно с помощью этой штуки очень быстро засетапить сложного персонажа. Сложный персонаж, например, из программы Character Creator, у него 25 PBR материалов, у него огромное количество текстур. В общем, давайте посмотрим, как все это работает. Итак, я сделаю копию. У меня здесь есть уже готовый персонаж. Вот так персонаж выглядит. Надеюсь, меня не забанит. Футболка должна быть непрозрачной. Вот так вот работают материалы в Houdini. Давайте добавим Bond Deform. Так. И добавим нормали. Ну, точнее, нормализуем их, как мы уже делали. Так, выбираем Make Normals Unit Length. И кладем наш волшебный осет. Так, выбираем Input Geometry, выбираем Redshift. И здесь как раз та самая история, когда нам понадобится кастомный MTL файл. Да, я загрузил эту модель в двух видах. В виде OBJ и в виде FBX. FBX я использую для того, чтобы ее можно было анимировать сразу скелетом, а OBJ я использую для того, чтобы можно было подгружать MTL файл. И, кстати говоря, здесь можно выбрать как сам MTL файл, так и OBJ. Он разберется, в общем, сам, какой файл использовать. Давайте выберем OBJ файл, назовем это Character, ну, для того, чтобы у нас не потерялась вот эта штука, да, потому что, я напоминаю, при нажатии этой кнопки у нас перезаписывается нетворк. Выбираем Create Materials. И, как вы видите, все в порядке с моделью. Давайте зайдем внутрь и быстро засетапим ее для рендера. Итак, выбираем все материалы. Что нам понадобится? Во-первых, нам необходимо подгрузить остальные текстуры. Выбираем все материалы, выбираем Fill Other Textures. И теперь у нас подгрузились текстуры SSS и другие штуки, которые у нас не были изначально в MTL файле. Дальше давайте мы выберем Gamma Override на бампе и на нормалях. Выберем Gamma Override на Roughness.
Gamma Override. И, в принципе, я обнаружил, что для работы с Character Creator здесь можно немножко понизить еще гамму, делаем 0.8. Так просто будет чуть покрасивее отражение. И давайте в SSS мы тоже назначим какой-то маленький радиус. Это у нас просвечивание ушей, губ и так далее. Ну, сделаем что-нибудь типа 0.05. Так, и здесь можно какой-то цвет для SSS сделать поприятнее. Ну и, в принципе, это все. Да, мы можем дополнительно увеличить сэмпла, для того, чтобы у нас не было шума. В SSS, кстати, можно сделать point-based. И все. Можно рендерить персонажа. Давайте выберем какой-то ракурс и запустим рендер. И как вы видите, буквально за пару минут я засетапил очень сложного персонажа, у которого 25 PBR материалов для рендера в Redshift. Как видите, все более-менее нормально, да, осталось провести, может быть, немножко побольше времени, поднастроить здесь что-то. Вот у нас есть, например, скин. Как видите, у скина у нас есть SSS-текстура, которая подгрузилась автоматически, когда мы нажали эту кнопку. У нас есть AO-текстуры, их тоже можно там заоверрайдить гамму и так далее. Можно поднастроить подповерхностное рассеяние, можно поднастроить еще что-то. Но, в принципе, все это работает прямо из коробки. Буквально за 3 клика мы засетапили сложного персонажа, и, естественно, это очень даже здорово. Asset Material Extractor вы можете скачать по ссылке в описании. Для наших подписчиков на Патреоне он абсолютно бесплатный. Проверьте, пожалуйста, пост на Патреоне, там рассказывается, как его получить. А для всех остальных Asset стоит $3, в общем, тоже не сильно дорого. Так что проходите по ссылке в описании, попробуйте этот Asset. Если вы обнаружите какие-то глюки, пишите мне обязательно. Если у вас есть какие-то предложения, как улучшить работу этого ассета, тоже пишите, я буду стараться его развивать. Надеюсь, этот ассет окажется вам полезным. До встречи в следующих уроках. Будьте счастливы и работайте в Houdini.